Ребята, и снова всем привет! Короче, сегодня мы с вами начинаем восстанавливать это BMW. Я планирую переварить лонжерон, переварить днище, если, конечно, оно того потребует. Ну, как вы видели, в целом вроде бы все ничего. Но на самом деле это всегда все очень обманчиво. Пока полы не поднимешь, ничего не поймешь. Короче, начинаем с вами сериал «Баварская мечта». Погнали! Ну и прежде чем что-то начинать варить, если вы не хотите спалить автомобиль, его нужно разобрать. Сиденье я уже снял, осталось снять ковролин. У любого человека со здоровой психикой, когда он увидит вот такое, он должен определенно расстроиться, и руки его должны опуститься. У него должно упасть настроение, и, возможно, он начнет бухать. Что тут можно делать? Этот автомобиль нужно было сдать на металлолом. Но есть такая пословица: глаза боятся, а руки делают. И когда ты видишь вот этот вот весь большой объем, ты очень сильно начинаешь паниковать. Ты потому что не знаешь, за что тебе нужно браться первым. Поэтому нужно составить себе список, в какой последовательности что ты будешь делать. После чего, когда ты сделал один пункт, ты его вычеркиваешь, переходишь ко второму пункту. И каждый день себе ставишь небольшие пункты. Потому что если они будут громадные, руки твои просто опустятся. Вот чтобы переварить этот пол, мне нужно отвести проводку, разобрать трубки, отрезать металл, зачистить ржавчину, приварить металл. И вот эти вот небольшие пункты уже похожи хоть как-то на руководство к действию. Тогда твой мозг уже не начинает бунтовать, и все становится на свои места. Как вам, кстати, крепление коробки? Левая сторона хоть как-то, но держится. А вот правая сторона. Болт висит в воздухе.
А тут вообще ухо обломано. Красота, ничего не скажешь. Ребят, прежде чем вырезать все здесь, хочу пару слов сказать. Все вот это вот, что здесь прогнило, это исключительно из-за того, что предыдущие владельцы поленились посмотреть, что здесь происходит, и устранить небольшую течь. Видно, по водосливам водичка стекала и появилось какое-то небольшое отверстие. Потом оно сюда начало попадать, водичка эта, и влагу накапливали, что шумоизоляция, потом они еще сюда умудрились гидроизоляцию положить. И если бы они не поленились устранить течь сверху, то здесь бы ничего не сгнило, так как в предыдущих видео я вам показывал, что днище снизу, оно в принципе хорошее, все сгнило изнутри. Поэтому если в ваших автомобилях влага стоит в ногах, будь то там сзади и спереди, максимально в кратчайшие сроки это устраняйте, потому что потом попадете на хорошие бабки и на переварку днища. Значит, ребят, смотрите, небольшое пояснение, почему все-таки я начал отрезать этот порог. Во-первых, здесь стоит слив воды, его даже не соизволили вывести наружу, вот прям так в пороге он и стоял, никаких отверстий здесь даже и не было. Соответственно, все здесь начало подгнивать, но это непонятно, именно из-за этого или же из-за чего-то иного. Внутри там, если вы видите... Видите, сверху все. Короче, влага здесь стояла, соответственно, постоянно. Видите, вот он уже был переваренный внахлёст. Вот. Поэтому сейчас я его отрезаю. Смотрю, как его внутреннее состояние. Может, приварю обратно, может, куплю новый. Это еще под вопросом. Поэтому я не мог его оставить так, как есть. Еще я, ребят, вам сегодня хотел рассказать про Саню. Буквально вот недавно он работал на заводе, потом бросил это все дело и начал заниматься восстановлением олдскульных автомобилей. Ремонтирует, снимает на них обзоры. Вот недавно они нашли в гараже тачку, которая простояла 15 лет, так называемую капсулу времени. Восстановили ее и будут разыгрывать 27 февраля на своем канале YouTube. Канал так и называется «Саня покажет». Ссылку на него я оставлю в описании и жду вас, потому что я тоже буду участвовать. Ну что сказать, ребят, если подумать, что я что-то здесь не ожидал такого, ну, возможно, но, в принципе, машина старая. Если кто-то перед этим и владел, ну, понятное дело, у человека с финансами были проблемы. И если машина восстановлена была вот таким вот образом, скорее всего, это делалось либо на продажу, либо тем человеком, который делает за дешман. И, как говорится, ну, какие бабки, такие тапки, ну. Будем расхлебывать, что нам делать остается.
Так, короче, здесь все я подрезал. Сейчас держится все на вот этом вот лонжероне, а точнее вот на этой сопле. Сюда болгарку я засунуть не могу. Приходится брать зубило и молоток. Все это аккуратненько подстукивать. Короче, скинул я заднюю балку специально для того, чтобы вот здесь вот ставятся соленблоки, ну они ставятся в заднюю балку, и нормальное посадочное место сделать. Хорошо проварить, снутри порог удобно, чтобы было проварить, и соответственно посадочное место с этой стороны. Перед тем, когда вы вырезаете там днище, большой кусок, лучше всего варить или зафиксировать какие-то раскосины, которые будут контролировать диагонали вашего кузова. То есть вы убедитесь в том, застрахуетесь, что ваш кузов никуда не поведет. В моем случае я это буду делать после вырезания, но обязательно перед этим проверю максимальное количество расстояний. Вот нашел центральное болтик на тоннеле и промеряю это расстояние, с той стороной сверяюсь, потом диагоналочки все возможные, до болтика там сюда это расстояние, туда и так далее и тому подобное, обязательно сверяюсь с той стороной, после чего начинаю вваривать диагональные трубы, обеспечим кузову жесткость. Значит, приварил одну раскосину, чтобы этот угол, который висит в воздухе, не ходил вовнутрь и наружу не выходил. И одну раскосину, которая будет держать диагональ этого проема. Варить я буду сначала на прихваточке аккуратненько, чтобы нигде ничего не перегревать, а потом уже буду обваривать. И постараюсь варить так, чтобы как минимум было именно вот этого вот напряжения, перегрева металла и стягивания его соответственно. Небольшое пояснение. Смотрите, предыдущие ребята, которые варили порог, они вот в это место приварили усилитель. То есть ты домкратишь автомобиль, и вот это вот место, оно слабое, тут нет никакого усилия и какой-то крепкости. И это место просто начинало входить прямо в салон. Усилитель должен быть вот в этом месте, потому что здесь видите сколько складок. Каждая складка может нести офигенную нагрузку. То есть приварили подпятник, вставили вот эту трубу, и сейчас вот в эту вот промежность мы вставим полосу и начнем наращивать уже все это дело.
Ребят, может кому-то непонятно, сейчас сделаю небольшое пояснение. Значит, смотрите, порог состоит из наружная часть порога, то, что продается, как правило. Потом вторая часть, это вертикаль порога. И третья часть, это внутренняя часть порога. То есть, вот внутренняя, вот вертикаль, а вот наружная. То есть три части, три, грубо говоря, металла, которые держат ваш порог. Значит, как я сделал? Пустил пластину, приварил к этому усилителю. Потом нарастил пока только на прихватке центральный усилитель. И восстановил внутреннюю часть. Сейчас я привариваю днище к этой внутренней части. И только тогда начинаю все это обваривать, чтобы все было крепко. Иначе, если сделать до того, когда я свяжусь с днищем, начну обваривать все это все начнет крутить. Получаем вот такую заготовочку. Примеряем ее. Все четко. Сейчас я ее зафиксирую шурупами и начну обваривать. Ребят, смотрите, что у нас получилось. Проварили все точки. Если их зачистить и нанести сюда герметик и также потом все это обработать, то по факту комар носа не поточит, здесь ничего видно в принципе не будет. Сейчас я вам покажу, как это смотрится из салона. А с салона это смотрится вот так. Свет возьмем. Вот таким вот образом. Если все это сейчас еще зачистить, соответственно, загрунтовать, нанести герметик, то в принципе я говорю, что видно ничего даже не будет.
Ну что ж, ребята, на этом мы сегодня с вами закончим, но многосерийный сериал по восстановлению баварской мечты, он не заканчивается. И он еще будет продлеваться долгое время. Вы сами понимаете, насколько здесь много работы. Буквально скоро я довариваю днище. Это я, конечно, буду записывать обязательно. После чего снимаю двигатель. А двигатель я снимаю только потому, что лонжерон гнилой в умат. И его нужно восстанавливать именно с моторного отсека. И вполне возможно, я буду ставить другой двигатель. Единственное, что я хотел сказать вам, ребята, когда вы делаете что-то вот такое вот большое, грандиозное, не надо в голове у себя держать всю картину целиком. Что я там буду менять двигатель, проблема там с лонжеронами, нужно менять днище, скидывать балку, менять подвеску. Держите в голове небольшую картинку, что я делаю сегодня. И тогда все будет гораздо проще. И у вас сил хватит абсолютно на все. И кто не подписан на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь, потому что там я все это ремонтирую, можно сказать, в прямом эфире. Ссылки в описании. Ребята, всем счастливо и пока.